Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот очень плотный, пышный и в то же время простой узорчик крючком. Он прекрасно подойдет для вязания теплых вещей, а это сейчас как раз очень актуально. Он двухсторонний, выглядит одинаково и с лицевой, и с изнаночной стороны и вяжется очень-очень просто. Для вязания я буду использовать однотонную пряжу и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 2,5. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к вязанию нашего узора. Начинаем вязание с набора воздушных петель. Количество петелек должно быть кратно 3 плюс 1. Первую петлю я не затягиваю, она будет служить мне первой рабочей петлей. Дальше уже вторая, третья, первая, вторая, третья, первая, вторая, третья. Набираю цепочку кратную 3. Когда вы набрали нужную длину цепочки, провязываем еще дополнительно одну воздушную петлю. Теперь смотрите, вытаскиваем петельку примерно плюс-минус на сантиметр. Делаем накид на крючок и в самую-самую первую вот эту нашу петлю будем вязать. Заводим в нее крючок и вытаскиваем. Раз, петля. Делаем накид, сюда же в эту же петлю 2, накид, сюда же 3, накид, сюда же 4. Я делаю 4 накида, так как у меня нитки толстенькие. Если у вас нитки более тонкие, вы можете сделать 5, 6, 7 накидов. Тут смотрите, как вам больше нравится. Теперь захватываю нить и провязываю все петли за раз, закрываю. Все, первый пышный столбик у нас готов. Теперь провязываем одну воздушную и в эту же петлю, которую вязали пышный столбик, провязываем еще один такой же. Делаем накид, вытаскиваем. Раз, петелька, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Теперь провязываю все петли, кроме последней. Последние 2 провязываю отдельно. То есть в начале ряда, вот здесь вот мы сразу с вами провязывали все петли, а уже в следующих столбиках мы провязываем с вами все, кроме последней, а последние 2 провязываем отдельно. Теперь отсчитываем 1, 2, 3 и будем вязать третью петлю. Делаем накид, вытаскиваем. 1, петелька, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Провязываем все петли, кроме последней. Последние 2 провязываем вместе, тем самым закрываем столбик. Провязываем воздушную петлю, как промежуточную между двумя пышными столбиками. И теперь в этот же промежуток, в эту же петлю делаем пышный столбик. Делаем накид на крючок, вытаскиваем. 1 петля, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Провязываем все петли вместе, закрываем вязание. Теперь опять 1, 2, 3 в третью петельку, повторяем накид, вытаскиваем. 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Провязываем все петли, кроме последней, и закрываем вязание. 1 воздушная. Теперь сюда же еще один пышный столбик, накид, вытаскиваем. 1, петелька, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Провязываем все петли, кроме последней, последние 2 провязываем вместе. И таким образом с вами вяжем до конца ряда, то есть находим, опять отсчитываем 1, 2, 3 в третью петлю, будем вязать 2 пышных столбика по тому же принципу, как вязали здесь. Дальше вновь отсчитываем. Вот мы провязали 1, 2, 3, опять отсчитываем 1, 2, 3, провязываем сюда и 1, 2, 3 в последнюю петлю, завершаем вязание. То есть здесь все повторяется. Вот я провязала ряд до конца, а сейчас будем провязывать по тому же принципу второй ряд, только если здесь мы вязали в воздушные петли, в этом и в следующих рядах будем вязать в промежутке между нашими вот этими вот пышными столбиками. То есть все последующие ряды будем вязать точно так же, как этот. Вытаскиваем петельку, делаем накид и вот сюда вот под цепочку, там где у нас была воздушная петля, вытаскиваем. 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4.
Провязываем все петли вместе, закрываем. 1 воздушная. И сюда же опять повторяем накид, вытаскиваем 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Провязываем вместе, кроме последней. Последние 2 петельки провязываем отдельно. Переходим к следующему промежутку, к следующей воздушной петле. Делаем накид, вытаскиваем 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Провязываем все петли, кроме последней. Последние 2 провязываем отдельно. Воздушная петля. И вновь сюда же делаем накид. Вытаскиваем 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Провязываем вместе, кроме последней. Последние 2 провязываем отдельно. И вот таким образом вяжем до конца ряда. Промежутки давайте провяжем еще. Вот наша цепочка, там где была воздушная петля, делаем накид, вытаскиваем 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Провязываем все петли, кроме последней. Последние 2 вяжем отдельно. Воздушная петля, накид, сюда же. 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Провязываем все петли, кроме последней. Последние 2 отдельно. Вяжем так до конца ряда. Все, завершили второй ряд, и по принципу второго ряда вяжем все последующие до тех пор, пока не будет нужный размер нашего изделия. Вот так вот данный узор выглядит, когда уже полотно становится больше. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Надеюсь, что он вам понравился. Если это так, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.